Дикобразы – это грызуны среднего размера, хорошо известные своей способностью защищаться, вгоняя колючие иглы в нападавших. Но вопреки распространенным мифам, дикобразы не запускают свои иглы. Они с большей вероятностью будут стараться избегать людей, чем начнут атаковать. Тем не менее, если дикобраз вгонит иглы в человеческую плоть, результат может быть болезненным и заразным. Поэтому следуйте приведенным ниже рекомендациям, когда в следующий раз вы наткнетесь на дикобраза. Это миф, что дикобразы могут целиться и метать свои иглы в хищников. Вместо этого иглы дикобраза отделяются от тела, поскольку хищник входит в контакт с ними. Дикобраз может запустить иглы, когда он сотрясает свое тело. Иглы состоят из толстых, перекрывающихся чешую кератина, и они зазубрены, поэтому когда они входят в плоть хищника, они отделяются от дикобраза. Этот процесс полностью безболезненный для него, у которого в конечном счете вырастают новые иглы. Но колючие иглы трудно удалить, и они могут вызвать инфекцию хищника. Были зарегистрированы случаи, когда леопарды погибали от игл дикобраза. Они протыкали жизненно важные органы животного, как печень. Известные факты о дикобразах. Происхождение слова «дикобраз» можно проследить по старым английским и французским словам. Слово «дикобраз» является производным от французского слова, что означает «колючая свинья». А вот английские варианты. По размерам дикобразы находятся на третьем месте среди грызунов во всем мире и вторые в Северной Америке. Они идут позади бобров, второе место, и капибар, первое место. У дикобраза на теле приблизительно 30 тысяч игл. Обычно у дикобраза есть мягкие волосы, смешанные с иглами, которые растут у него на спине, по бокам и на хвосте. Утраченные иглы заменяются новыми. Существует два различных вида дикобразов. Дикобразы Старого мира живут в Южной Европе, Азии и Африке. Дикобразы Нового мира обитают в Северной Америке и северной части Южной Америки. Дикобразы Старого мира не могут лазить по деревьям, но они отличные пловцы. В Америке дикобразы своими хвостами способны цепляться за деревья и ловить ветки, если они падают. На иглах дикобраза имеются перекрывающиеся шипы, что затрудняет их удаление. На каждой игле вдоль ее кончика находится от 700 до 800 шипов. Недавно американские ученые предложили использовать особые медицинские скобы для закрывания ран. Известно, что обычные скобы приводят к инфекциям, а вот скобы на основе игл дикобраза не будут способствовать размножению бактерий, потенциально защищают от инфекций. Сейчас ведутся разработки в этой области. Некоторые инциденты с дикобразами. Первый случай. Бразильская женщина описала свою агонию после страшного инцидента, после того, как дикобраз упал ей на голову, когда она шла со своей собакой. 52-летняя Набука Сандра осталась с иглами в своем скальпе после неудачного инцидента, произошедшего в Рио-де-Жанейро 20 января 2014 года. Домохозяйка была доставлена соседями в местную больницу, где каждую иглу удаляли индивидуально, без анестезии. Я была застигнута врасплох. Я почувствовала, как что-то упало мне на голову, а затем я почувствовала иглы своими руками. Боль была сильной. Хирург вынул их пинцетом. Мы перестали считать, когда насчитали 150, но вполне возможно их было около 200, вспоминала женщина. «Я сильная женщина, пожилой человек или ребенок умер бы», – сказала она. Согласно первоначальному исследованию, дикобраз упал на ее голову с фонарного столба. Второй случай. В 2010 году 34-летний мужчина был госпитализован в отделении неотложной помощи городской больницы в штате Сан-Паулу, Бразилия, с многочисленными иглами в левой руке. Пострадавший турист сообщил, что увидел дикобраза в лесу возле своего дома отдыха и пытался поймать его, ничего не зная о животном, даже когда он ощетинился и стал более агрессивным. Сильно удерживая животное, несколько игл вошли в ладонь и пальцы левой руки, вызвав боль и психомоторное возбуждение. Иглы были извлечены плоскогубцами при анестезии. После этого в течение 10 дней пациента лечили цефалоспорином и проинструктировали промывать пострадавшую область с мылом и водой 3 раза в день. Спустя 10 дней пострадавший полностью восстановился. Как избежать столкновения с дикобразом? Поскольку дикобразы являются ночными животными, будьте особенно внимательны во время прогулок ночью, особенно если вы находитесь в месте обитания дикобразов. Североамериканские дикобразы, поркупины, могут лазить по деревьям, чтобы искать пищу. Носите с собой фонарик, когда вы гуляете по ночам. Ходите пешком по ясным тропам, чтобы вы могли видеть дикобраза, прежде чем вы наткнетесь на него. Дикобразы обычно боятся крупных животных, таких как люди.
и они не склонны к агрессивным атакам. Если дикобразу будет угрожать опасность, он выставит свои иглы в сторону потенциального хищника. Дикобраз также может раскачивать своим покрытым иглами хвостом в сторону потенциального хищника. Но дикобразы обычно близоруки и медлительны, поэтому они вряд ли будут реагировать на ваше присутствие, начав яростное нападение. Не поворачивайтесь к нему спиной, медленно отходите от дикобраза, который кажется встревоженным, либо дайте дикобразу много свободного пространства, чтобы он смог покинуть место, или обойдите его, позволив ему пойти туда, куда он следует. Убедитесь, что вы не испугаете животное и не подойдете к нему достаточно близко, чтобы прикоснуться к его иглам. Как удалить иглы дикобраза и залечить рану? Как можно быстрее удалите иглы дикобраза, чтобы не появилась опухоль и процесс не стал еще более болезненным. Если у вас есть ножницы или нож, а лучше плоскогубцы, используйте эти инструменты. Отрежьте кончик иглы, чтобы облегчить удаление, сбросив давление в игле, а затем крепко возьмите за иглу плоскогубцами. Удалите иглу одним сильным движением, стараясь не крутить ее и не разломать в процессе. Не вытаскивайте иглы пальцами, так как зубцы на иглах могут повредить пальцам. Повторите этот процесс для каждой иглы, которую вам нужно удалить. Если вы находитесь дома, вы можете облегчить удаление игл путем смешивания в ванне раствора уксуса и пищевой соды и впитывания встрявшими иглами раствора до их размягчения. После удаления всех игл промойте пораженный участок водой с мылом и нанесите антибиотическую мазь. По мере необходимости примите обезболивающий или антигистаминный препарат, чтобы уменьшить боль и отек. Наблюдайте за признаками инфекции, включая покраснение, опухоль и выделение жидкости. Отправьтесь к врачу при первых признаках инфекции и немедленно обратитесь к нему, если иглы повредили жизненно важную часть организма или если они застряли в лице, глазах или во рту. Так что не шутите с дикобразами и будьте осторожны, если вы оказались слишком близко к ним. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.